I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the village of Sartana, which is just to the east of Mariupol. This village is currently controlled by DPR and Russian forces. We're here on the ground, the first journalists in to investigate as much as possible and find out what is really going on here. Find out when exactly this came into the hands of the DPR and Russian forces, how it happened, where the shots came from, and find out exactly what the people here on the ground say, because we see a lot of damage here, and we're just arrived. This is right on what you could say is the front line now. Nobody knows exactly where the front line starts and ends at this point. There's just so much information, and constantly, minute by minute, the lines are changing, but we're right on the east of Mariupol, in the south of the Donetsk People's Republic and Russian forces controlled territory. And now we're gonna investigate here, talk to the people, and see what information we can find. So please like this video, share it across all social media, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists, so support my work with the link on the screen or in the description. Здравствуйте. Можем вопрос? Здравствуйте. Я такая. Нет, все нормально. Какой вопрос вы хотите? Можете сказать, где мы находимся сейчас? Где мы находимся? Да. Город Мариуполь, село Сартана. Ага. Греческое село. И вот это центр. Ага. Вот это что вы видите, что мы имеем. Разбитые дома. Ну, война есть война. Что произошло? Как последний месяц был? Последний месяц назад как был и сейчас? Месяц назад было, как себе, все было целое, нормальное, все работали, все, как-то выживали. Угу. Ну и вот произошло, что видите. Угу. И сейчас тут это ДНР и Россия контролируют, да? Ну, вижу так. Ага. И когда украинский был здесь? Когда украинские войска здесь был последний раз? Ну, 24-го началось, сегодня месяц. Вот это у нас. Ага, один месяц, да? Ну, окей, все началось на 24. Когда украинский уезжает? Ничего не знаю. Стреляют, а кто стреляет, мы прячемся, плачем. И что можно в этот момент? Не знаю, когда Украина... Что можно в этот момент понять, кто стреляет, в кого? Гремит, стреляет, прячем детей, плачем. Ну, никому это не нравится. Люди остались без домов, люди остались кто без детей, кто без родителей. Война никого не красит. И зови, что это Донецкая Народная Республика? Что это? Я не знаю, Донецкая Республика. Вы же сами историю все знаете. Да. Что я вам, я не политик. Тут был референдум 8 лет назад? Или нет? Был, конечно, референдум. Ага. Люди в основном просили русский язык. Ага. Люди просили русский язык. Решили украинизовать нас. Чтобы все говорили по-украински. Я не знаю. Если я взрослый человек, и всю жизнь я и учила украинский, и русский учила в школе, и украинский, но я все не могу по-украински, все говорить. Запрещалось в магазине, нельзя было говорить на русском. Wow. Были трения. Работники штраф платили за то, что не говорили «добрый день» в магазинах. Штраф платили денежки за то, что не говорил по-украински. Продавец. Понял. Не могу, я не политик, я только плачу, хожу целый день и все. Я не могу,
нервничаю и вышла, убираю просто Понял. для себя. Чем-то надо полезным заниматься. Угу. Внучек моих не знаю, где 3 внучки у меня, без родителей. Отправили, они боялись, плакали, отправили, мы не знаем, где наши внучки. Угу. Страшно, понимаете? Да. Кто-то не делит сейфы, не делят мешки денег, а бедные люди, вот такие, как мы, бегают и прячутся, хотят просто жить. Понимаете? Мы уже привыкли, что денег нету, все дорогое. Мы же привыкли, мы просто хотим жить. Угу. Кто виноват это все? И это я не могу ответить. Угу. Я не знаю, кто виноват. Я не политик. Угу. Мне и Понял. тех жалко, и тех жалко. И у того сердце есть, и у того. Он тоже чей-то ребенок. Зачем надо погибать? Зачем? Надо разговаривать. Надо находить общий язык. Надо идти на любые какие-то уступки. Это мое мнение. Но не убивать. Угу. Это неправильно. Понимаете? Мне и тех жалко, и тех. Они люди. И мы всю жизнь дружили, вместе мы были, русские и украинцы. У нас полпоселка и греки, это греческий поселок. А, да? Я гречанка. Ага. Столько здесь украинцев живут семьями, они замуж вышли. Столько здесь русских. Мы всегда жили дружно. Угу. Я не понимаю, что это такое пошло. Мы всегда жили дружно. Я разговаривала по-русски, ходила в школу. Я сама гречанка, ребенок. Пошла в школу, а там все по-русски. Начала учить русский, учила английский, учила А, украинский. вы родился там, в Греции, да? Нет, я тут А, родилась. Ага. Но Это история. Екатерина II, царица, переселила греков вокруг Азовского моря. Угу. Она не хотела, чтобы турки занимали, мусульмане. Ага. Она хотела, чтобы были здесь ортодоксальные, эти, православные. Угу. И вот она заселила греков. Они здесь рыбачили, они построили домики. У нас вокруг Мариуполя все поселки греческие. Угу. Но Понял. учили мы и украинский, и русский. Но такого, И, чтобы и Греция тоже, Элла? Сейчас мы Грецию учат Мгм. новогреческий. Новогреческий. Не старый греческий, а новогреческий. Вот. Ну, вот так. Угу. Кто виноват в этом, один Бог знает. И правители, которые это затеяли. А мы, видите, что видите. Как зовут? Мы хотим мира, мы Мгм. хотим жить. Мы уже привыкли, что у нас ничего нету, потихоньку, а бы мы мир. Но теперь и это мы потеряли. Вот, видите, что мы делаем. Угу. Как зовут? Меня зовут София. Угу. Можно представиться себя? Здравствуйте, это Дмитрий Владимирович Цимбал из города Мариуполя. И где мы находимся сейчас? Мы находимся в поселок Сартана, это недалеко от Мариуполя, там 10-12 где-то километров от Мариуполя. Ага. Попал сюда каким образом? Послали на охрану, тут магазин у нас, град. Вот, и на охрану нас, от мародерства, на охранять, магазин нас направили сюда. Ага. Вот так я тут и очутился, получается, вечер, где-то в час дня нас сюда привезли, в 2-3 часа уже слышал сзади, ребята ДНРовцы наступали, там стрельбу вели, я не знаю, занимались своими делами. Вот, на следующий день уже зашли непосредственно сюда, за 3-4 дня прошли поселок, стали зачищать. Кто-то, были информаторы, наводчики, нашли в итоге. Нашли одного, вычислить его было нетрудно. Он не ориентировался на местности и рассказывал
то, что не соответствует действительности. Вот. И на вечером закричал «Слава Украине!» в опорном пункте, вот опорный пункт у нас, Ага. полиция. Полиция сказала это. Не-не-не, его завезли в полицию, Ага. задержали. Он потому что говорил, что пришел с Мариуполя в тапочках, в домашних, весь чистый. Погода была слякоть, мороз, он просто не мог прийти, такой чистенький весь. И говорит, в Мариуполе войск нету, ничего страшного, все хорошо. А там, я когда оттуда уезжал, там уже во дворах поставили грады, во дворах, вот так вот, микрорайон, прямо во дворах поставили грады, танки, заехали на заводы. Я, кстати, Украинский. да. Ага. Ну, а украинцы, азовцы или кто там, я не знаю. Азов украинский. Да, Ага. да. Ну, я не знаю, кто там, мы там не разбирались, сильно там туда, знаете, лучше не сунуться. Вот, и все. Ага. И я вижу, тут много был стреляет, да? Да, тут стрельба была, это, видимо, когда была утром атака, получается, а может, с беспилотника там мониторили, и вот прилеты были сюда, за магазин был. Какое утро это было? Какой день Это это был? 1 марта. 1 марта. 1 марта. Да. Это как ДНР уже здесь, ДНР России уже здесь, да? 28-го они были еще сзади, за магазином, за вот этим центральным магазином. Ага. А получается 1 марта они уже были здесь и потихонечку продвигались вперед, проверяли дома там, ну и так далее, чтобы не было сюрпризов, так сказать. So, вы сказали, это стреляет, это был 1 марта. Это украинский был стреляет. Ну да. Ага. So, до ДНР России здесь был стреляет или нет? Был стрелял или нет? Еще раз. Когда украинский был здесь, ДНР был стреляет по городу или нет? Или да? Они с автоматами, штурмовые группы были, получается, с автоматами. Меня здесь не было, вот, началось все с 23-го ночью, Ага. 23-го там, или 30, это как говорят местные. 24-го, 25-го, я просто слышал, я был когда в Мариуполе, вот так вот пакеты вылетали градов, грады целыми пакетами летели в эту сторону. Да. Украинский Да, град. украинские грады с Мариуполя целыми пакет, знаете, пакет? Ага, да. Вот так вот. И вот так шли, ну, в сторону где-то сюда. Ага. На наступающих, получается, и побили и Толоковку, а утром, получается, уже и сюда начало прилетать. Потому что Толоковку они прошли, взорвали мост, переправу. Этим самым они затруднили продвижение. Это мост там, Да, я да, верю. да, Это да. ЭКТУ? Это ВСУ там или кто там подорвали, ну, Украина, подорвали украинский? мост, да, чтобы задержать Ага. продвижение, получается, войск. Ну, Ага. штурмовики, я так понял, ну, там по воде как-то они ж пробираются, они там, ну, с автоматами такой там, в общем, перебрались и потихонечку вот дошли приблизительно, ну, это, я не выходил, я сидел, в общем, там, а утром, ну, осколок там прилетел, там такое, вот то, что взорвалось. Ничего такого страшного тут не было. Самое страшное в Мариуполе. Почему? Потому что вот сегодня беседую, стараюсь найти ребят из Мариуполя, чтобы узнать, как там дела. У меня там родители остались. Вот. Ну, говорят, очень все печально. Почему? И говорит, сегодня еще история такая, говорит, получается, ВСУ начали с азовцами стреляться. Потому что ВСУ вроде как хотели сдаться, потому что приходят смс-ки, у меня просто пакет еще приходит, что вы можете сдаться и вам ничего не будет. И они хотят сдаться, а азовцы начинают, ну, стреляться. И они между собой уже там, как бы, ну, такой эпизод тоже имел место. Ага, Это по понял. рассказам тех людей, которые вот 3 дня назад выбрались из Мариуполя. Ну, Мариуполь весь в огне, Мариуполь горит, люди, конечно, страдают, что я могу сказать. Но я там не был, я не знаю, надо как-то будет туда попасть после. И хотелось бы, конечно, чтобы все быстрее закончилось. В чем причина? Причина в том, что во власти Украины, если там вам неизвестно или известно, есть ярые националисты. Это Олег Тягнебок, это Масейчук, это Яценюк и пастор этот кровавый. Вот это те люди, которые как бы
начали продолжать. Короче говоря, во власти Украины просто находятся националисты. И поэтому ничего хорошего не стоило ожидать. Просто был вопрос времени, когда это начнется. Благо, что в некоторых областях власти поддержали. И вот, например, в Бердянске поддержали власти вход ДНР. Вот, и там как бы без разрушений, без ничего. Но в связи с тем, что у нас националисты в Мариуполе, полк Азов, вот, они не сдаются, короче, потому что они обречены. Они обречены, они об этом прекрасно знают, что их, никто с ними не будет возиться. И поэтому они вот держат людей в заложниках, прикрываясь ими, пытаются с собой на тот свет забрать побольше людей. Вот такие вот дела. И еще вам скажу такой момент. Вот тем летом, которое было, у нас по Мариуполю, азовцы, свастика наколотая, свастика, знаете, свастика? Вот, свастика с флагом свастики, белые вот эти, свастика, красный, на мотоцикле вот этот набитый, вот так вот, разъезжал по левому берегу. Я не видел, мне просто ребята рассказывали, я говорю, не может быть такого, не может быть. Они говорят, да, представляешь, вот так вот. И самое интересное, и ничего нельзя им сделать. Вы понимаете? Поэтому видно было издалека, что будет плохо, Мариуполю. Просто когда это случилось, я просто не мог поверить, что это началось. Да, оказался тут, теперь... Какие еще будут вопросы? Все. Спасибо. Понял. Да, получается, когда я уже был здесь, на второй или на третий день, ДНР находилась вот в той стороне. На третий, по-моему, день. И с утра у нас человек сидел, мы там топили костер, как пищу готовили. И со стороны, Азова, потому что это левый берег, они там и базируются, прилетело, скорее всего, какой-нибудь, потому что вылета не было слышно, там, или, какой-то, там, может, РПГ, там, потому что не сильно большой взрыв был, и выхода не было слышно. Побила церковь, и нашего человека, который полил костер, спас дровник. Дровник посекло осколками. Сейчас вы сможете в этом убедиться. Это украинский? Да. И вот еще тоже их работа. Вот, дом рядом. Возможно, целились по церкви, но может не попали, я не знаю. Куда они целились. Потому что знали, что здесь скрываются люди. Вот, это с утра прилетело на третий или четвертый день со стороны украинских войск. Вот. Посекло осколками. Вот. Этот разрыв посекло осколками. Вот он, вот так получается. Как направление, приблизительно с той стороны было как раз. Вот, посекло осколками и в церковь попало. Один человек только у нас был на улице, все остальные внутри. Слава богу, вот дровник, видите, посекло осколками. Дровник, вот, осколками забор посекло, вот это вот, видите? А у нас там человек сидел и топил костер, чтобы утром люди могли, там около 40 человек у нас в церкви, тоже, прячутся, там храм внизу, получается, в цокольном этаже. И благодаря дровнику, дровник спас жизнь, потому что там были дрова сложены. Вот так вот. And now we can see the shrapnel pieces that came up in the direction of this church. And the locals here are telling us that members of the Azov battalion fired at this church after this area was partly controlled by DPR in Russia. Он был не в подвале в этот момент. Повезло ему, можно сказать. Украинский сказал, это только Россия стреляет сейчас. Они всегда так говорят. Это такая политика, понимаете? Политика, грязная политика, в которой страдают люди. Обычные люди, вот такие, как я, как мои родители, как весь Мариуполь. Но это человек, который, он не прятался в подвале, был где-то в поселке и вот остался жив. А если был бы в подвале, там бы и похоронился, грубо говоря. Это подвал, да? Да, это был подвал у него. Вот прям вот сюда где-то и влетел снаряд,
разрыв, разворотило весь дом у него. And we come down to, and we come into the and we come into the school, which we see there's no electricity here, or water, or gas, and we found their center of this humanitarian aid distribution. And trying to find out exactly who finances this. It's kind of odd. The people are just more concerned with getting help and giving help. It's not even clear where the funds for humanitarian aid comes from. But we're going to continue to show you everything here on the ground. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Кого? Поселок Сартана. И как здесь обстановка? Обстановка с чем? Напряженно. Не хватает, Хорошо, хоть не обстреливают. не хватает горючего, чтобы сделать тепло. Остальное успевают привозить. Газ, бензин, кушать есть что. Да. Мы видим много стреляет здесь. Это уже не у нас, уже мимо. Уже на Мариуполь стреляют. Ага. Не, мы видим... Стреляли. Да. И кто это был? Кто стреляли на город? Ну откуда мы видели, кто стрелял на поселок? Выстрелы есть. Это самолет сбросил и улетел. Это украинский самолет? Ну, это Как вы знаете? А потому что он разворачивался через город. А российские самолеты летели, разворачивались через поле. И они два захода не делали. Ага. И когда это был, кто был контролировать здесь? Украинский или уже ДНР? Или... Украинцы еще контролируют. Ага. создали панику. Чтобы люди уехали, сделать живой щит. В город, а теперь все люди там. И сидят и держат их под прицелом, и не отпускают людей. Некоторых, вот мне ученик Буквально пошел, говорит, выбегают пока под были обстрелом. азовцы не выпускали, а пришли ВСУшники и выпустили. Ага. И когда последний раз весу был здесь? 26-го. Нет, что? 28-го или 1-го последний здесь. Последний. А потом уже все. А еще это, 28-го, где-то 1 числа, Из ничего, оттуда падали снаряды на поселок. и погибла женщина на 7 классе. Кто? Украинский? Украинцы, да, с волонтеровки стреляли сюда, давали ответку. Били по поселку. Понял. Что там еще привезли что-то, да? Ага, елы давай. Можно сказать, как обстановка? Как обстановка? Да. Не знаю я, как сказать. Так, все обширно это. Не знаю я, не очень обстановка. Понял. Тяжело. Всем людям очень тяжело. И здесь это как кухня, да? Да, Ага. Есть место, где люди спят, или да, да. это там, да? Ага. Сколько человек спят здесь? Я первый день тут. Ага. Вы местный, или? Ну вот, приехали с города, вот помогаем. Ага. Было до 200 в начале, до 200 где-то. Ага. Сейчас уже меньше. У кого дома целые, те уже домой поуходили. Ну, привозят людей все равно регулярно. Ага. Из других районов, не местных, привозят людей. Кто финансирует это все? Что? Кто финансирует? Финансирует? Да. Ну, гуманитарная помощь привозят, местные свозят. Тут я даже насчет финансирования не скажу, это надо у начальства спрашивать. Ага, понял. Финансирует именно. Ага. Много идет гуманитарной помощи от разных фондов, от разных людей ну, и так далее. Ага, спасибо. Пожалуйста. Уже многие возвращаются в дома свои. Вот оно, Ага. что за- Здравствуйте. Был полный зал был вообще здесь. Ага. Это стали уже чуть-чуть разъезжаться люди по Ага. домам. Потеплело, люди возвращаются домой, наводят порядки. Ага, понял. И примеры сколько здесь сейчас?
Ну, до 100 человек. Где-то до 100. Это эта комната, еще 4 комнаты есть сбоку. Всего где-то около 100 человек сейчас. Ага, спасибо. Можно представиться себя? Здравствуйте, меня зовут Мария. И где мы находимся, Мария? Мы находимся в поселке Сартана, города Мариуполя, Донецкая область. Ага. И как долго вы был здесь и как это было? Мы находимся в убежище школы с 26 февраля 2022 года. Когда начались первые обстрелы, многих эвакуировали в город, а некоторые жители остались по убежищам в Сардане. То есть у нас в училище, в школе здесь находится 200 человек, в детском саду и в церкви. Ага. И это люди, которые были здесь, они местные здесь, или от Мариуполя, или как? Здесь остались только местные люди. На данный момент возвращаются люди из Мариуполя, из соседних поселков. Мы их стараемся разместить, накормить. Мы регулярно получаем гуманитарную помощь, хлеб, вещи. И когда был первый обстрел на это место, как вы видите? На этом месте. Это город, это поселок. Значит, началось все днем. Летали самолеты и начали бомбить самолет. То есть у нас пострадало несколько улиц, полностью разрушены дома. После этих обстрелов люди собрались в убежище и начали здесь ночевать. Это как, вы знаете, это самое, кого самолет? Это был украинский здесь этот момент, или русский, или кто был контролировать здесь? Самолеты мы не знаем, чьи были, но когда мы уже ночевали здесь в школе, значит, один день были тут войска азовцы. Азов они был здесь. приходили, да, они были тут в школе на всех этажах и на соседних улицах, то есть были расставлены. Азов был на этой школе? Да, Азов. Они стреляют от здесь, или как? Стреляли отсюда. После их... Значит, они тут находились несколько часов. После того, как они отсюда ушли, в эту же ночь начался обстрел именно школы. В школу попало несколько снарядов, прямое попадание, были ужасные звуки, дети все испугались, ну и взрослые, и дети тяжело очень это все перенесли. Вы сказали, Азов был это как база, стреляет здесь, и они уезжают? Они заехали, то есть несколько часов здесь находились и уехали. И вот после их визита начался такой какой-то массовый обстрел. Вы сказали, это как они уезжают и стреляют, или как вы, что твое мнение, как вы подумал? Кто стрелял? Да. Ну, как бы мнение многих жителей, что они просто порасставляли здесь какие-то маячки. Азов. Да, по которым потом уже... То есть школа считалась как военный объект какой-то, и поэтому сюда шли обстрелы. Ага. Они знают, это хорошая база, и они хотят сделать это. Ага, понял. И это гуманитарий. Что это? Можно покажи чуть-чуть, что это? И как? Что мы получаем? Да, и как процесс, и кто, и все это. Ну, мы, жители, которые остались здесь в подвале, в убежище, мы самоорганизовались, начали приносить продукты из дома, у кого что было. Взяли вот в школьной столовой большие кастрюли, начали готовить еду и кормить тех стариков, которые остались без детей, ну и всех нуждающихся. Потом, когда уже более-менее стало тише, нам начали завозить гуманитарную помощь. Привозят одежду, нуждающиеся выбирают одежду, кто остался там без домов и без вещей. Привозят хлеб регулярно, привозят нам
продуктовые наборы, в которые хорошие наборы входят и мука, и масло, крупы, сахар, чай, хозяйственные наборы, моющие. Вот. Это все приходит к нам партиями, то есть мы пока выдаем один набор на семью и по мере возможности, по мере поступления уже всем жителям предоставляют Есть что осталось здесь от Азов? Может, форма или как это есть? Нет? Уже все, да? Ага. Понял. И все, спасибо большое. разрушения только. И можно посмотреть разрушение на 3-м этаже, как это все пробилась крыша, пробилась плита перекрытия со 2-го на 3-й этаж. И получается в стену спортзала встрял снаряд. И, он длительное время там находился, я не знаю, убрали его или нет. Но он был. Ага. Все, спасибо большое. Эта часть школы больше всего пострадала. Вот классы, кабинеты. Это был кабинет информатики у нас, Ага. полностью оборудованный компьютерами. Вот. Вот то место, откуда прилетела, пробила крышу. И попала, пробила. Вот это получилось, все, что получилось. То есть до них как бы все более-менее. Ви сказали, до Азов все было нормально, да? Да. Ага. А после ихнего вот прихода, визита, вот они тут 2-3 часа побыли, после ихнего этого визита уже начался обстрел. После они уже, да? Да. Ага. And now we've moved upstairs to the second floor of this school, and as you can see, it's pretty much been destroyed. I mean, every room here is just taken a lot of damage here, and we can see the gym here just damaged everything. And like you saw, the locals here tell us that this was done by, well, in their opinion, I should say, by the Azov Battalion after the Azov Battalion was here for several hours, and when they left is when shelling started. So really, in this kind of thing, it's hard to say exactly who pulled the trigger here, but we can only show you exactly what the locals say and what their opinions are and what they saw with their own eyes. We try to bring you all the facts here on the ground. So I hope you got something out of this report here today. I know I did. This war is a hard situation for everyone here, and we're just doing our best to show you the real situation here on the ground, on this side of the contact line in these new DPR and Russian-controlled territories. And we're going to keep doing it. So please like this video, share it across all social media, and remember, I'm an independent crowdfunded journalist, so you can support my work with the link on the screen or in the description. We're out.